Приветствую всех любителей часов на своем канале. Сегодня расскажу историю самарского часового завода ЗИМ, а также будет обзор модели Победа от этого бренда. В 1923 году возобновил свою работу трубочный завод в Самаре, которому было присвоено имя первого председателя Самарского горсовета Александра Масленникова. В 1937 году было освоено часовое производство. В 40-е годы завод выпускал снаряды для «Катюш» и различные другие боеприпасы для советской армии. Впоследствии завод выпускал 2,5 миллиона часов в год. Широко известны стали часы «Победа», которые начали производить в 1950 году, и их производство продолжалось до окончательного закрытия предприятия в 2002 году. В 2009 году ЗИМ полностью прекратил свое юридическое существование. Модель часов Победа выпускалась различными брендами. Можно вспомнить такие как Восток, Ракета и ЗИМ. Все они из одного семейства на базе механизма 2602. Механизм на 15 камнях имеет 18 тысяч полуколебаний в час. Оснащен малой секундной стрелкой. Корпус выполнен из латуни с покрытием. Стекло органическое. Такое оснащение было у практически всех часов того времени. Сзади у нас находится крышка-хлопушка без уплотнительного кольца. Получается, что о водозащите речи здесь не идет. Данный экземпляр я приобрел на блошином рынке. Продавец просил за них 400 рублей, я сторговался до 350 рублей. Когда выбираю старые советские часы, в основном внимание обращаю на их состояние. Для меня важно более-менее целостность стекла и корпуса. Также я завел эти часы, они шли уверенно, прокрутил стрелки по циферблату, никаких проворотов не было, и впоследствии я их и приобрел. В районе 12 часов у нас логотип от компании ЗИМ. В районе 6 часов надпись «Сделано в СССР». По краю циферблата у нас идет так называемая железная дорога. У малосекундной стрелки есть своя разметка. При комнатном освещении кажется, что у часов черный циферблат, но на самом деле циферблат серого цвета, довольно-таки насыщенный серый цвет с бликующими лучами. При солнечном освещении это очень хорошо видно. Пользуюсь часами неделю. Впечатление очень интересное. Мне особенно понравилось, как эти часы выглядят в вечернее время. Стекло очень высокое и пропускает свет сбоку, в отличие от современных часов, где свет падает только сверху. Получается, что освещение, пройдя сбоку, очень интересно освещает циферблат. Такого на современных часах не увидишь. Размеры часов. Диаметр по крайним граням 37 мм. Так, без учета заводной головки 34 мм. От ушка до ушка 42 мм. Толщина 11 мм. Ширина ремешка 18 мм. Вес часов 45 грамм. Механизм 2602, как мы видим, без обработки, имеет надпись номера наверху, а также надпись ЗИМ 2602 под балансом. Ранее этот же механизм имел обработку в виде женевских волн, но со временем это предприятие отказалось от такой обработки. На удивление, механизм без обслуживания идет уверенно и показывает более-менее точное время. Пользоваться ими можно. Но я покупал их для коллекции. В любом случае, такие раритетные старые часы не стоит носить каждый день. Они покупаются все-таки для других целей. Самая главная цель — это соприкоснуться с прошлым, с историей часового производства в России. Держа такие часы в руках, ты чувствуешь своеобразную связь с тем временем, с той эпохой, связь с историей нашей страны. Да и сама история этого часового бренда очень мощная по сравнению с другими часами известных брендов. Всех благодарю за просмотр. Поддержите, пожалуйста, канал подпиской, поставьте лайк этому видео. От этого зависит дальнейшее развитие моего канала. До новых встреч, всем добра!